Здорово, народ! Вы на канале Рыбачу на удачу. Сегодня мы вот с отцом выбрались вновь на рыбалку. Едем примерно в те же места, уже вот подъезжаем. У нас где-то минут 40-50 ходу от места, где мы скинули лодку. Вот. Если в тот раз народу особо не было, то сегодня на каждом повороте лодка стоит. Везде очень много рыбаков. Посмотрим, что сегодня выдаст нам Нептун. Подъезжаем к месту. Сейчас будем готовить спиннинги. Я уже вижу на нашем перспективном месте, куда мы идем, 4 лодки стоит. Ну, что поделать. Все хотят поймать рыбку, ну и мы будем пробовать. Сейчас пойдем вместе с вами в поиски рыбы. Пока что ничего нет. Вместе сейчас будем смотреть. Вот маленько бели есть здесь. Ну вот начинается рыба. Там стоит лодка. Вот начинается что-то. Угу. Вот судачок стоит. Вот стоит что-то хорошее. Попробуем выставиться вот на эту рыбу. Вот мы подъезжаем к нашей точке, вот тот путь. Вот расстояние до точки 16 метров. По идее, по-хорошему, нам надо встать выше рыбы метров на 15-20. Сейчас будем так пробовать встать. В принципе, вот по правому курсу рыбы очень много, бель, лещ стоит. Следовательно, здесь должна быть рыбка. Так. Встать на моторе очень просто, на электромоторе. Сейчас я нажал кнопочку якорь, и мы встали, и все. И вот этот вот товарищ, он нас сейчас выставит ровно там, где я нажал кнопочку. Сегодня дует, кстати, сильный ветер. Вообще, смотрите, как дует. Ну и по рыбакам. Здесь вся масса рыбаков. Вот они. 3 лодки. Так, первая рыбка. Это крути влево и на себя тяни, а потом до конца и вправо крути. Все. Так, тем временем жара наступила. Так, ну что, первая рыбка сегодняшняя. Вторая перестановка. Первая рыбка. Решил уменьшиться по грузу. Сейчас вам покажу. Вот такую вот сегодня мандулу я кидаю. В цвете желто-черном. Грузик поставил поменьше, 38. Кидал до этого 50. Ступенька такая быстрая была относительно. Тут стало поменьше. Такая легкая поклевочка. И такой вот клыкастик порадовал поклевкой. Такой вот расшиперился красавец. Так, интересно, говорю, хоть зачетный? Нет, у нас тут вот такая линейка есть. Ну вот он 34 сантиметра. Ну вот. У нас в Новосибирске зачетная рыба считается от 33. Что на водохранилище, что на реке. Поэтому будем его есть. Так, а сейчас произошло следующее. Сильный ветер, проплыла лодка. И не знаю, что там он закрутился. Короче,
у него башка закрутилась так, что шнур один раз обветнулся об него. И он упал в ошибку, запищал, и нас понесло. То есть он перестал работать. Ну вот получается, за сезон рыбалки первый раз такое произошло. Ну, как бы не мудрено. Тут сильный ветер, он, наверное, там долго ловил себя. Короче, не знаю. Ну, понаблюдаем дальше, что с ним происходит. В целом, как бы, работа электромотора очень доволен. Переплывать одно удовольствие, не надо заводить мотор, прям на нем заходишь. Правда, сегодня вот сильный ветер, и уровень воды большой. На 10-й скорости приходится идти, это максимальная. Вот сейчас стоим на якоре, скорость 5-я. В прошлый раз мы здесь стояли на 2-й, на 3-й скорости. Ну, следовательно, чем выше скорость, тем больше электропотребление аккумулятора. Ну, а так, в принципе, разницы нету. Ну, стоит на 5-й, на 6-й, ну и ладно. Зато стоит четко, всегда на одной точке, никуда тебя не сносит. Особенно мне нравится ловить в коряжнике, когда якорь кинуть сложно, там коряги, глубина, а ты на нем можешь подойти прям под корягу и встать удобно для заброса. То есть вообще крутая штука. Так, ребята, а тем временем я поймал первую рыбку. Вторая постановка у нас. Мандула Билайн. Сейчас вам покажу ее. Билайн, желто-черная, вот такая вот. Солнышко светит, ветер дует. Все как мы любим. Отец немножко уже приразделся, потому что, ну, действительно жарко становится. Сегодня обещают что-то там 25-28. У нас апрель месяц, ну а мы продолжаем рыбачить. Ну, ветер действительно очень сильный. Вы это слушаете через петличку. Сейчас ради интереса включу вам с камеры звук. Вот так дует ветер. Она маленько тоже приближает. Я думаю, разница ощутимая. Камера у меня GoPro 7 Black. Так, вернул петличку, чтобы сильно вас не мучить этим звуком ужасным. Ну, в затылок дует, дай боже. Так, ребята, смотрите, наглядный пример. Если у вас новая чебурашка, новая приманка, как понять, была ли поклевка? Вот, смотрите. Видите? Я думаю, вы сами все видите. Вот зубы судака. Вот он бил сюда чебурашку прям. Вот она видно, прям блестит. Вот можно осмотреть чебурашку. И, как правило, на ней зубы. Вот еще. Вот маленькая-маленькая такая царапка. Вот. Но вот это прям видно, он прям клыками по ней дал. И, как правило, я когда только начинал рыбачить, товарищ мне показал, говорит, смотри. Ну, он прям шкаблит так зубами. И у меня есть чебурашки, на которых много поимок было. Они прям все такие зашкабленные. Все с поклевками. Но сейчас, наверное, не покажу вам, потому что уже снял. Перед сезоном все перебирал, все коробочки, все ящички. Сейчас вам покажу, какой у меня набор чебурашек. Такой вот я в этом году, точнее в конце сезона все перебрал, подписал каждую ячейку. У меня вот подписано, видите, вот по граммам. Так, ну может даже мы сейчас с вами найдем ту чебурашку, на которой много зубов. Ну, пока не вижу сходу. Замылились, наверное, за зиму. Ну, в общем, там на той чебурашке я вам показал. Вот такая вот идея. Так, высадились на бережок. Чайку попить. Красота вот такая в лесу. Тут хоть ветерок дует, но не так сильно задувает. А какой тут запах хвойный. Красота. Как клещей. Правильно. Так, решили перекусить. Такие вот яйца у нас сегодня на завтрак. На обед там термосок. Сейчас перекусим.
Пойдем дальше рыбу искать. А тем временем вот тут такой берег красивый. Такая поклевка была прям. Ребятки, рыбка вторая сегодня. Рыбка. Сошел. А нет, идет. Небольшая, оказалась такая тяжелая. Фух, разбудил зазря, да? Не зазря. Не зазря. Поклевка хорошая была. Поклевочка, наконец, долгожданная. Такой вот щупарик активный клюнул. Такая вот щучка. Смотрите, какая красивая. Думал, была килограмма на 2, а то и больше, потому что поклевка такая, еще течение, она такое сопротивление было. Потом дрыгнулась, и такое чувство, что она вообще сошла. Опа. Ну такая прям небольшенькая, до кило. Где-то, может, кило в ней. Смотрите, какая злая, зубастая. Такая вот красивая щучка весенняя. С классной поклевочкой. Это, по-моему, мелковатый тоже. А? Пускай. Сегодня ловит тут такая вот мандула. Ну, я красную люблю, вот я на нее ловлю. Пока отец отдыхает после суток, я тут уже вторую щучку поймал. Рыба? Так. Кто-то поспал. Поворчал маленько. И поймал рыбу. Лещ. Лещ тоже пойдет. Ну-ка, ест хорошо. Ну-ка, ест. Леща. Так, кто там? Лещ. Копилка. А? На копилку пойдет. Ну. Отец забагрил леща. И вся рыба, которая попадает в подсак, сразу сама сходит с него. С крючка. Остается в подсаке. Сейчас посмотрим леща. Такой вот лещ. Ну, этот поменьше, чем в тот раз, но тоже ничего. Желтоватый тоже. Есть. Есть поклевочка. Звонкая такая, бух. Только камеру включил, думаю, вдруг поклевка будет. А то кидаешь по часу. Видео нон-стоп снимать неохота столько долго. Стандартные какие-то все щучки. Где мамаши-то? Уже все, ушли, наверное, на нерест. Всех уже повыловили.
Уже все на нерест ушли, наверное. Эти вот остались такие вот красивые, но совсем небольшенькие. Такие щучки. Красивые. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Что, есть? С поклевкой? Так. Сошла. Сошла? Нет, нет. Крути, крути, я тоже так же думал, что сошла. А она не сошла. Ну, судя по кручению, такая же, небольшая, да? Да, одинаковые они все. Да, сегодня вся рыба мерная, вся рыба маленькая. У нас такие выводы, что крупная щука просто ушла на нерест. Но это вот такая вот коптильного размера щучка. И отец, кстати, сейчас покажу, ловит на какую мандулу. Классный подсак. Мне вот на день рождения подарили, смотрите, фирмы Джигит. У него прорезиненные такие эти. Ай, ячея прорезиненная. Крючки очень острые на мандуле. Хоть и мандуле уже не знаю сколько лет. В общем, вот эта вот резина, она не накалывается. Должна очень легко разбираться, что и происходит. Все, вот такая вот мандула. Отец ловит на фиолет. Так что любой цвет работает. Так, обеденный перерыв. Внимание, вопрос. Что же там такое? Оп, гречка. Пахнет вкусно. Давай. Что-то мелкое. Так он сойдет. А? А, вон он. Отпустить его. Иди, дружок. Дай подсак. Погодка вообще штормит, но на удивление рыбка поклевывает. Стоять вообще некомфортно. Такой вот дружок порадовал поклевкой. Хороший судачок, смотри, какой красивый. Ветрище дует, ужасный вообще просто. Волну разыграла. Соответственно, она сдувает, крутит. Грузик кидаю 60 грамм, уже 50 у меня максимальный, довесил еще десяточку. Ушли с того места, где рыбачили, где основную рыбу поймали. Встали вот где утром были. Сходу я поймал одного, потом второго. У отца вот поклевка была. Ветер дует вообще просто сумасшедший. Здесь было 9 лодок, когда мы уходили утром. Сейчас осталось 2, ну и вот мы третьи. То ли их сдуло действительно, то ли что происходит, не знаю. Вот. Такая вот обстановка на воде. Дует, конечно, капитально волна с барашками. Плывешь, аж лодку поворачивает порывами ветра. Да. Еще один. Еще один недомерочек.
Я думал, это груз на дно так упал, а это рыба, оказывается. Подсачишь? Я не знаю, уже вон давит. Давай, давай, давай. Хоп. Давит. Давил. Ну вот он и давил, потому что он это свободен был. Да. Хорошая поклевочка была. Злая. Салют. А? Орион бот. Конечно. Там бери. Тоже небольшой. Так, ребята, клюет стабильно вот такой вот судачок. Сейчас наловим на коптилку. И будет отлично. Сейчас третий заброс. Третий судак. Такой вот ровно зачетный. Вот это судак. Капец, блин. Закончили сегодняшнюю рыбалку. Сегодня у нас ветер прям изнуряющий. Выгнал нас с воды. Ну, точнее, не то, чтобы ветер выгнал с воды. У нас сел аккумулятор. Я его не заряжал, который у нас на электроякоре. Сегодня он на полную катушку маслал. То есть мы стоим, он на 8-й скорости нас держит. Там вон ребята за островом спрятались, потому что на открытой местности ну уж слишком некомфортно рыбачить, потому что ветер сильный дует. Ну а так зато рыбка поклевывает. В такие ветра давно не рыбачили. Ну что, куда деваться? Приехали на рыбалку, рыбачили. Ступеньку видно на джиге плохо, но поклевку видно. Вот видите, как лодку сдувает. Сейчас я не знаю, видно вам было или нет. Я аж это, как машину на поле ловлю, потому что прям сдувает, и идем мы, лодка идет вот так вот, с креном, не прямо. В общем, все, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока.